Привет! И ты на канале Супер Арбалет. Многие люди, которые решили себе приобрести классический лук для начальной стрельбы, мало что в этом понимают. Разнообразие по длине, силе натяжения и материалам изготовления очень велико. Кстати, мы как-то снимали подобный ролик на эту тему, и после этого видоса вы можете его тоже посмотреть. А сейчас погнали разбираться, как же подобрать классический лук для начальной стрельбы. Сегодня у нас в студии семья, которую необходимо снарядить луками и аксессуарами для стрельбы. Начнем с того, что все стрелки разные по возрасту, росту и физической подготовке. И первое, с чего мы начнем, мы подберем для каждого стрелка рукоять. Взрослому человеку обычно подходит рукоять размером 24, 22 и 20 дюймов. Обязательно обратите внимание на эргономичность. На практике видно, мне хорошо легла в руку 24 и 22 рукоять, а девушке отлично подходят 22 и 20 ручка. 22 и 24 рукоять по упору одинаковые, но девушке 24 не подходят по причине, о которой я скажу чуть позже. Подросткам в большинстве случаев подходят рукояти размером 20 дюймов и 19,5. В нашем случае мальчику 12 лет, и ему отлично подойдет рукоять 20 дюймов. 19,5 тоже бы подошла, но ее конструкция предусматривает установку всего двух видов плечей 54 и 58 дюймов. Поэтому в скором будущем данный лук по длине этому парню окажется маленьким. Для самых юных стрелков отлично подойдут рукояти 14,5 и 19,5 дюймов. 14,5 детям дошкольного возраста, а 19,5 детям чуть постарше. Далее это подбор плечей по размеру и усилию. Есть специализированные таблицы, с которыми можно ознакомиться по ссылке в нашем видео. Но есть и более приземленный способ подбора. Длина лука в собранном состоянии должна быть примерно на уровне глаз. Теперь поговорим про силу натяжения. Это индивидуальный параметр, который лучше всего подбирать продавцом-консультантом в магазине. Но страна у нас большая, и не у всех есть возможность прийти и купить лук у нас в магазине. Поэтому дам вам общие рекомендации. Независимо от цели стрельбы, не гонитесь за силой лука. Исходя из личного опыта, я бы рекомендовал детям силу натяжения лука от 12 до 18 фунтов, женщинам от 18 до 26 и мужчинам от 26 до 34 фунтов. Важно понимать, что лук вы покупаете для того, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы пыжиться. Давайте теперь определимся с минимальным набором аксессуаров, без которых стрелять не получится. Конечно, в первую очередь это безопасность. И я рекомендую купить крагу, чтобы тетива не била по руке. Пренебрегать данным аксессуаром не стоит даже опытным стрелкам, не говоря уже о новичках. Также нужно купить и напалечник для защиты фаланг пальцев. Для лука я рекомендую купить полку, которая удерживает стрелу и не позволяет перьям задевать рукоять. Полка без гнезда – это стрельба в никуда. Гнездо позволяет вам определить безошибочно, куда нужно поставить хвостовик стрелы, чтобы при выстреле стрела не съезжала вверх или вниз. Для транспортировки и хранения я рекомендую купить чехол, который позволит вам хранить все аксессуары в одном месте и не потерять их. Помимо того, что я сейчас перечислил, есть еще много других аксессуаров, но это уже другая история. Если вам понравится стрелять из лука, то вы всегда можете позвонить нашим менеджерам, и они все подробно расскажут. Теперь о стрелах. Вряд ли у вас получится стрелять без них. В первую очередь определяемся с материалом. Есть фибергласовые, алюминиевые, деревянные и карбоновые стрелы. Фибергласовые стрелы мы берем для детей, подростков и взрослых. Но сила лука должна быть небольшая, до 26 фунтов. Это бюджетные стрелы для отдыха и развлечения. Деревянные и алюминиевые стрелы для развлечения представлены в меньшем ассортименте и больше подвержены поломкам. Если, конечно, они вам понравились эстетически, то, пожалуйста, покупайте. Самые же качественные стрелы – это карбоновые. Если позволяет бюджет, берите именно их. Они в разы легче и прочнее. Малый вес позволяет стрелять детям, у которых короткая растяжка и слабые луки. А высокая прочность позволяет стрелять взрослым, у которых мощные луки. Если вы уже запутались, не волнуйтесь. У вас всегда есть возможность позвонить нам в магазин, и наши менеджеры вам подробно обо всем расскажут. С материалом определились. Давайте теперь определимся с длиной стрел. Как правило, детям подходят стрелы до 26 дюймов, подросткам и миниатюрным девушкам до 28, ну а мужикам до 31 дюйма.
Кстати, и что касается подрезки стрел, то поначалу, мне кажется, не стоит заморачиваться по этому поводу. Подбор стрел по жесткости и весу – это отдельная история, которая требует уже более глубокого изучения. Поэтому для начала я рекомендую вам просто научиться стрелять из лука, прикладываться правильно и хотя бы попадать на расстояние 10 метров. Вернемся к лукам. Многие хотят купить универсальный лук для всей семьи, но это практически невозможно. Взрослый, скорее всего, сломает детский лук, а вот ребенок вряд ли сможет стрелять со взрослого лука. Ну что ж, теперь вы подготовлены к покупке лука, поэтому переходите на наш сайт и делайте свой выбор. А если все же остались вопросы, то обращайтесь к нашим менеджерам, и мы поможем вам в выборе. На этом все. Не забываем смотреть наш предыдущий ролик на эту тему. Подписываемся на канал. Хватит смотреть, не подписавшись. До новых встреч, ребята!